Слушай внимательно. Есть вопрос, который обнуляет любую логику и любую привычную философию. Мы все привыкли рассуждать о том, что будет после, но почти никто не спрашивает, а что было до. Если тебе говорят «ты часть Вселенной, ты вечен, материя не исчезает», это звучит красиво, но пусто, потому что возникает главный инженерный вопрос: а где в это время был твой навигатор? Где было твое сознание? До твоего появления в этой форме тебя не было миллиарды лет. Ты ничего не помнил, ты ничего не чувствовал, ты не знал, что существует время, пространство или звезды, ты не знал даже того, что тебя нет. И вот здесь начинается самое невероятное. Главный вопрос не в том, куда мы уходим, главный вопрос в другом. Почему вообще зажглось это ощущение «я»? Почему из холодного, мертвого вещества вдруг возникло внутреннее пространство? Как атомы, которые сами по себе не имеют ни воли, ни памяти, вдруг собрались в такую сложную конфигурацию, которая открыла глаза и сказала «Я есть». Понимаешь? Камень не знает, что он камень. Вода не знает, что она вода. Даже звезда, сгорая в колоссальном взрыве, не знает о своем величии. Но ты смотришь на эту звезду, и реальность внутри тебя внезапно осознает саму себя. Не взрыв сверхновой, не рождение галактик и не черные дыры являются главными событиями в космосе. Самое грандиозное событие во Вселенной – это твое тихое внутреннее чувство «я существую». Но что, если мы фундаментально ошибаемся в самой природе сознания? Что, если оно не продукт твоих нервных клеток? Что, если сознание – это не лампочка, которая зажигается внутри головы, а некое поле, в которое ты временно погружен? Давай обратимся к технике. Радиоприемник не создает музыку, он ее ловит. Линза не создает свет, она фокусирует его в точку. Если ты разобьешь приемник, музыка не исчезнет, она просто перестанет быть слышимой в этой конкретной точке пространства. Что если человек – это не источник сознания, а временная форма, через которую сознание становится личным? До твоего появления не было твоей биографии, не было твоего имени, твоего лица в зеркале и твоей памяти. Но сама возможность осознавания, она уже была заложена в архитектуре реальности. Вселенная миллиарды лет была слепой. Она горела, остывала, создавала планеты и океаны в абсолютной тишине и темноте смысла. И потом, через сложнейшую калибровку материи, она дошла до состояния, где смогла посмотреть на себя твоими глазами. Это и есть главный переворот в навигации. Ты не просто появился во Вселенной. Вселенная появилась в тебе как переживание. Пока не было тебя, мир просто был. Но когда возникло твое осознание, реальность впервые получила свидетеля. Ты – то самое окно, через которое космос на секунду увидел свой собственный масштаб. Ты не маленький человек, случайно брошенный в бесконечность. Ты – то самое место, где бесконечность обрела голос. Ты спрашиваешь, где я был до рождения? Но, возможно, сам этот вопрос некорректен. Потому что то «я», к которому ты привык, это всего лишь программный интерфейс. Твое имя, твоя память, твои страхи и твои понты – это оболочка. Это форма, созданная твоим биологическим носителем. Личность рождается, личность стареет, личность панически боится финала. Но осознавание, оно глубже, чем личность. Оно то пространство, в котором личность появляется как персонаж в твоем сне. Вспомни свои сны. Там ты можешь быть кем угодно – моряком, ребенком, героем или беглецом. Ты можешь искренне страдать и любить в этом сне. Но когда ты просыпаешься, ты понимаешь, все эти роли были просто формой твоего «я», которая намного шире любого сюжета. А теперь задай себе по-настоящему глубокий вопрос. А что, если наша нынешняя жизнь – это такой же принцип? Что, если твое нынешнее имя – это не окончательная истина, а временная маска, которую надела сама жизнь, чтобы пережить этот конкретный угол Вселенной? Твоя боль реальна, твоя любовь реальна, твой ребенок реален. Но форма, в которой ты это проживаешь, это временная конфигурация. И завершение цикла – это не аннигиляция сознания. Это просто конец конкретной настройки. Конец этой памяти, этого лица и этой роли. Но не конец самой способности быть. Почему мы не помним, где мы были до? Все просто. Память – это функция материального носителя. Это жесткий диск твоего мозга. А мозг появился позже. Ты не можешь требовать от радиоприемника, чтобы он воспроизвел передачу, которая шла до того, как его собрали на заводе. Но музыка была всегда. Мы боимся финала не потому, что знаем, что исчезнем. Мы боимся, потому что личность не может представить реальность без своего участия. Но правда в том, что реальность без тебя уже была, и тебя это не мучило. Ты не сидел в темноте миллиарды лет, ты не скучал, ты не ждал своего выхода. Почему?
потому что не было того, кто мог бы скучать. Но самое грандиозное не в том, что финал может быть не страшным. Самое глубокое в другом. Вспышка твоего сознания уже однажды случилась. Из абсолютного небытия, из полной тишины и пустоты вдруг возникло «Я есть». Ты не выбирал это, ты не управлял этим процессом, но это произошло. И если Вселенная один раз смогла собрать материю так, что внутри возник свет осознания, кто сказал, что это уникальная ошибка? Возможно, это фундаментальное свойство реальности – рождать глаза, чтобы видеть, и рождать разум, чтобы задавать вопрос «Кто я?». Вселенная через тебя пытается понять, зачем она существует. Ты не пыль. Ты – та часть пыли, которая осознала звезды. Ты – атомы, которые научились говорить о любви и смысле. Если ты поймешь это по-настоящему, твоя жизнь больше никогда не будет прежней, потому что тогда нельзя жить мелко. Нельзя тратить этот уникальный, невозможный дар осознания на пустую зависть, мелочные обиды, страхи перед чужим мнением или погоню за призраками. Тебе дали невозможное, тебе дали внутренний свет на короткое по меркам космоса время. Вселенная открыла глаза твоими глазами. И вопрос уже не в том, сколько ты проживешь. Вопрос в другом. Что ты увидишь, пока эти глаза открыты? Что ты поймешь о себе? Кем ты станешь для других? Что ты создашь в этом пространстве? Какой сигнал ты отправишь обратно в эту бесконечность? Бессмертие – это не когда твое тело живет вечно. Это иллюзия. Настоящее бессмертие – это когда твой импульс осознания переходит в других. В твое слово, в твой поступок, в человека, которому ты помог не сломаться в его шторме. Мы все не отдельные лампочки. Мы огонь, который передается от свечи к свече. Одна свеча неизбежно гаснет, но пламя уходит дальше. И тогда главный вопрос твоей навигации звучит так. Какой огонь ты передашь, пока ты жив? Ты участвуешь в древнем, сакральном процессе, который начался задолго до Солнца и Земли. Вселенная шла миллиарды лет через хаос и взрывы, чтобы однажды в тебе возникла тихая мысль «Я существую». И теперь ты хочешь прожить этот невероятный шанс на автомате? Проснуться, поесть, заработать, поссориться, устать и заснуть? Это слишком мелко для существа, внутри которого космос впервые стал личным. Ты не был до как личность, но ты был как потенциал. Ты не будешь после, как эта биография, но ты останешься как часть того процесса, который снова и снова выводит сознание из тьмы. Жизнь – это не случайность, это приглашение. Тебе дали форму, имя, голос и сердце. Тебе дали право выбора, и тебе сказали «смотри». И вот ты смотришь, но главный вопрос – ты действительно видишь? Или ты просто существуешь в цифровом сне? Однажды это окно закроется. Никто не знает точно, что будет дальше. Но пока оно открыто, смотри глубже, живи честнее, люби сильнее. Не предавай свою подлинность ради чужих декораций. Потому что ты не случайный человек в равнодушной вселенной. Ты тот самый момент, когда вселенная наконец-то вспомнила, что она существует. И только от тебя зависит, какой будет эта память. Задумайся об этом прямо сейчас. Выйди из режима автопилота. Почувствуй вес своих рук, ритм своего сердца и ту невероятную тишину, которая стоит за твоими мыслями. Твоя траектория – это не путь от рождения к финалу. Это путь от неосознанного бытия к осознанному свету. Напиши в комментариях одно слово, что ты чувствуешь сейчас, осознавая масштаб своего присутствия здесь. Просто одно слово. Идем дальше. Мы скоро продолжим.